Всем привет из Валенсии. Мы уже вернулись из отпуска, и сегодня будет исторический день, без преувеличения. Для меня, потому что мы переезжаем в одно из самых красивых мест планеты. А для тебя, потому что сегодня мы поговорим про изменения. И в сегодняшнем видео мы поговорим о том, почему так сложно меняться и что нам мешает измениться, даже несмотря на то, что мы знаем, что нам это нужно. А также мы поговорим о том, зачем вообще меняться, даже если и так все хорошо. Разберемся, как распознать то, что нам нужно меняться, и какие вообще этапы изменений существуют. И если ты досмотришь это видео до конца, то ты получишь инструмент, с помощью которого ты сможешь изменить свою жизнь так, как ты захочешь. Давай уже переходить к делу, устраивайся поудобнее, мы начинаем. Мы уже на полпути к месту назначения, и завтра утром уже будем в том городе, который в ближайшие несколько лет будем называть своим домом. А пока мы едем, я предлагаю поговорить о том, зачем вообще менять свою жизнь. И здесь очень важно упомянуть то, что изменение – это закон жизни. Все вокруг нас меняется, мы сами постоянно меняемся. Например, времена года постоянно меняются, зима приходит после осени, после зимы приходит весна. День сменяется ночью, и средняя температура на планете Земля все время меняется. Без изменений невозможна жизнь. Но существует два типа изменений, первый из которых это реактивные, и второй это проактивные изменения. Реактивные изменения это те, которые происходят сами собой волей судьбы, и это те изменения, под которые мы подстраиваемся. А проактивные изменения это те изменения, которые мы сами создаем сначала в своем воображении, а затем с помощью силы воли и дисциплины воплощаем их в реальность. Реактивные изменения в том же примере с глобальным потеплением это когда мы покупаем кондиционеры, чтобы нам было прохладнее, мы переезжаем в другие страны, в которых климат помягче. То есть мы подстраиваемся под те изменения, которые произошли. А проактивные изменения в случае с глобальным потеплением это, например, посадка деревьев для того, чтобы понижалась температура, или ограничение выхлопных газов. То есть все, что связано с предотвращением этого глобального потепления. То есть мы можем сами выбирать ту сторону, в которую хотим меняться. В этом и есть прелесть проактивных изменений. В то время как реактивные изменения нам будут создавать рамки, но нам в любом случае меняться придется. Некоторые мои друзья спрашивают: Жека, зачем тебе менять что-то в жизни? У тебя же и так все хорошо. Этот вопрос, честно говоря, заставил меня задуматься, и я понял, что моя мотивация очень сильно отличается от мотивации 90% людей. Я хочу меняться не потому, что мне не нравится то, что у меня сейчас есть. Мне все это нравится, и я каждый день благодарю то, кем я являюсь, и то, что у меня есть. Но я всегда буду хотеть становиться лучше для того, чтобы ставить выше цели, выходить из зоны комфорта. Потому что это именно то, что заставляет меня чувствовать себя максимально живым, энергичным и счастливым. А зачем ты хотел бы изменить свою жизнь?
Вот так теперь выглядит наш дом. Да, мы переехали в город Санта-Крус, который находится на острове Тенерифе. Это самый большой остров Канарских островов, который тоже относится к Испании. Если кто смотрел мое предыдущее видео, мы уже тут были в качестве туристов, и даже не верится, что сейчас мы тут живем. Очень многие люди хотят измениться, но не все, кто хочет, меняются, потому что есть препятствия, которые мешают нам получать то, чего мы хотим. И самое большое препятствие – это неоправданные страхи, которые мы сами себе создаем. Страх, что у нас не получится изменить свою жизнь так, как мы хотим. Страх осуждения. Мы боимся, что нас будут осуждать, и мы при этом будем выглядеть глупо. И третье, это то, что будет сложно, и то, что наши усилия, потраченные на преодоление препятствий, будут неоправданы. Страхом нужно смотреть в глаза и задавать вопрос, что если этот страх оправдается? Если у нас не получится, то мы всегда можем вернуться к прежней жизни. Если тебя будут осуждать, то я уверен, если ты изменишься в том направлении, в котором захочешь, тебе будет все равно на мнение окружающих. И если тебе действительно будет сложно, то ты станешь сильнее, и любые другие трудности тебе будут по силам. Второе препятствие – это подсознательный блок к обучению. Большинство людей на планете настолько сильно влюбляются в прошлые знания и опыт, что закрываются для чего-то нового. Хотя любовь к обучению в нас заложена природой и является основой для внесения изменений в свою жизнь. Изучать новую культуру, новый язык, знакомиться с новыми и интересными людьми – все это без желания обучаться невозможно. И третий блок, который мешает вносить изменения в нашу жизнь, это навязанные изменения. Я думаю, что многие из нас в свой адрес слышали то, что нам нужно измениться в какую-то сторону. Или, может быть, мы видим в Instagram или YouTube, как кто-то живет, и мы хотим так же. В этом случае вероятность изменений очень мала, потому что это навязанные цели, которые нам на самом деле не по душе. И мы сможем изменить себя и свою жизнь только в том направлении, в котором мы искренне хотим. Сейчас я вам кое-что покажу. Для того, чтобы изменить свою жизнь, предлагаю обсудить 5 этапов готовности к изменениям. И первый этап – это подсознательное желание измениться. То есть человек не осознает то, что он хочет измениться, хотя его эмоции и чувства говорят ему об этом. Если ты испытываешь несчастье, зависть, осуждаешь других людей, это и есть подсознательные сигналы к изменениям. Негативные эмоции могут быть твоим помощником трансформации в лучшую версию себя. Например, если ты испытываешь несчастье, задай себе вопрос: что делает меня несчастным? Скажи вслух или лучше напиши на листке бумаги. Это тебе поможет вытащить эту эмоцию несчастья с твоего подсознания на листок бумаги. После этого задай себе второй вопрос: как я могу изменить свою жизнь, чтобы стать счастливым? То же самое с завистью. Если ты кому-то завидуешь, поздравляю, ты уже на полпути к счастью. Спроси себя: как я могу получить то, что имеет человек, которому я завидую? И как этот человек может мне помочь? Второй этап – осознание необходимости изменений. Результатом выполнения первого шага будет осознание, которое тебе поможет выбрать направление для изменений. Третий этап – подготовка к изменениям, который включает в себя сбор информации, поиск ресурсов, анализ возможностей. Это так называемый этап обучения. Четвертый этап – действия по направлению к изменениям. Тут все просто. Мы выполняем конкретные шаги, проводим эксперименты и применяем новые знания на практике. И пятый завершительный этап – это установка привычек. Привычка формируется от 21 до 66 дней. И на этом этапе мы внедряем в свою жизнь привычки, которые нас приведут к изменениям в своей жизни. Многие люди хотят изменить свою жизнь за 1 или 2 дня, недооценивая силу привычки. Хотя они не осознают, что мы сможем изменить свою жизнь, если научимся менять свои привычки. Избавляясь от привычек, которые тебе мешают достигать твоей цели, и развивая те привычки, которые тебе помогут достичь свою цель, только тогда ты сможешь изменить свою жизнь и стать счастливым. Я знаю, что менять свою жизнь очень страшно и сложно,
Поверь, я был там. Но только если смотреть страху в глаза и взять на себя ответственность за преодоление всех трудностей, ты сможешь стать тем человеком, которого представляешь в своих мечтах. Не волнуйся, ты не один. Я готов тебе помочь разобраться в себе и понять, чего ты на самом деле хочешь, а также сопроводить на пути к достижению твоих целей. Я и моя девушка, мы сертифицированные лайф-коучи, и мы ищем тех, кто готов изменить свою жизнь, но не знает как. Если тебе интересно трансформировать свою жизнь, научиться ставить и достигать цели, повысить свой доход, то жми первую ссылку в описании под этим видео. После того, как ты оставишь заявку, мы ознакомимся со всеми анкетами, и если мы друг другу подходим, то мы с тобой обязательно свяжемся. Первая 30-минутная сессия бесплатная, на которой мы обсудим твои цели, а также условия сотрудничества. Хватит уже сидеть в обросшей мхом зоне комфорта, она нам все равно не доставляет настоящего удовольствия. Пора уже начинать жить на полную и сделать в этом мире что-то значимое. Хотя бы для кого-то. Спасибо тебе, что досмотрел это видео до конца. Не забудь поставить лайк и подписаться. Увидимся в следующем видео. Пока.